Всем привет, дорогие друзья! После видео с лором Аденского кладбища было много вопросов о запретных вратах. Поэтому сегодня мы рассмотрим историю этой локации в хрониках и после года. Узнаем, кто и зачем воздвиг это сооружение, почему туда стекаются монстры и религиозные фанатики, что по изначальным планам было на месте этих врат и путь в какие земли и миры они преграждают. Локация «Запретные врата» такое название имеет лишь в некоторых локализациях. В оригинале она всегда называлась печатью Шилен. Стражники предостерегают игрока от посещения этой локации, называя ее местом, где изгнанная с небес богиня Шилен родила 6 драконов, а позже была там запечатана и стала богиней смерти. Речь идет о событиях, описанных в легенде. Совращенная своим отцом Гренкайном и изгнанная за это своей матерью Эйнхасад, богиня Шилен, будучи беременной, отправилась на восток, где в чащобе темного леса родила драконов, а также породила множество монстров. С этой армией Шилен пыталась уничтожить богов, но потерпела сокрушительное поражение. Она не могла вынести, что многие ее дети погибли, и создала смерть. Гренкайн, сжалившись над ней, позволил, чтобы все живые существа после смерти не уничтожались бесследно, а отправлялись в мир Шилен, находящийся в самой глубокой части чистилища. Позднее Шунайман при помощи армии нефилимов и посланницы Эйнхасад Анаким уничтожит большую часть последователей Шилен и запечатает ее саму в преисподней. В самом раннем корейском описании локации говорится, что первый император Эльмарадена Шунайман за 10 лет мобилизовал огромные силы, чтобы помешать монстрам перейти из святой земли Шилен и опустошить человеческую землю. Он построил огромный барьер, чтобы полностью закрыть вход в святую землю Шилен, благодаря чему монстры оттуда больше не приходят, но это все еще очень опасная область из-за монстров по эту сторону барьера, привлекаемых просачивающейся мощной магической энергией и пытающихся открыть печать. По словам стражника, в локации собираются монстры Шилен, язычники и религиозные фанатики, пытающиеся сломать печать. Одно из самых страшных существ – это посланец Шилен Кабрио, жнец-слуга богини смерти Шилен. Он занимается сбором бесчисленных душ, блуждающих по земле, и доставляет их в подземный мир. Его преданность Шилен абсолютна, и он старается держаться ближе к печати, чтобы поприветствовать пришествие богини. Он прилежно выполняет свой долг, ожидая дня, когда Шилен восстанет из мертвых. Многие из мобов, которых можно встретить возле врат, являются воплощениями Шилен в материальном мире. Например, Тривисы и Фалибати, то есть змеи-люди мужского и женского пола. Интересно, что в Адене, в гильдии темных эльфов, берется квест, по которому нужно уничтожить Фалибати и Тривисов, чтобы скрыть, что Шилен сошла с ума и нарожала монстров. Королевой Фалибати является Тимис, охраняющая печать Шилен. Это один из монстров, порожденных Шилен во время войны богов, и ее авторитет сравним с властью повелителей смерти. Она призывает нежить и демонов в качестве своих слуг, и даже суккубов в качестве служанок. Неподалеку можно найти жрицу Шилен Хилсром, которая служит королеве Тимис и молится богине Шилен. Она считает королеву Фалибати частью богини Шилен, которая попала на землю, и с нетерпением ожидает тот день, когда печать Шилен будет окончательно разрушена. Она продолжает совершать ритуалы в честь богини, принося ей в жертву кровь невинных. Не совсем ясно, что означают слова «воплощение» или «часть богини». Возможно, эти монстры содержат в себе часть ее души или что-то в этом роде. Также можно вспомнить, что статуя Шилен в святилище у темных эльфов выполнена в виде женщины с телом змеи, являющейся земным воплощением богини. Интересно, что иногда воплощением духа богини или дочерью Шилен называют Илькардию, девушку из эпического квеста. При этом известно, что ее родителями были рано ушедшие из жизни жрица и рыцарь Шилен. Сама Илькардия ни в рассказах, ни в игре никак не является антагонистом.
Тем не менее, в трейлере 2004 года можно видеть, как Илькардия снимает первую печать, а пытающийся ей помешать гладиатор Каин ван Холтер, внебрачный сын короля Эльмора Астаина ван Холтера, называет ее дочерью Шилен. Причем данный эпизод не упоминается ни в игре, ни в рассказах, и даже противоречит им. На барельефах в помещении, показанном в трейлере, очевидно изображена война богов с Шилен, а та, что справа, также изображена и на запретных вратах. Этот факт, наряду с проводимым там ритуалом снятия печати, отдаленно может указывать на связь с этой локацией. Однако понять это наверняка не представляется возможным. Как в целом, нельзя и однозначно сказать, была ли Шилен запечатана именно там, где установлены врата, или же имеется в виду какое-то место далеко за ними, поскольку в диалоге стражника указывается, что драконы были рождены в святой земле Шилен, и там же была наложена печать. При этом, согласно легенде, рожала она в лесу, что совершенно не подходит под описание данной местности, если, конечно, он не был полностью вырублен. Зато под него очень подходит локация «Проклятый лес», отмеченная на востоке ранней нереализованной концепт-карты. На мой взгляд, под святой землей Шилен подразумевается не столько место, где установлены врата, сколько все обширные земли к востоку за ними. В пользу этого говорят и ранние корейские и японские описания локации «Печать Шилен» в их энциклопедиях. Там говорится, что святая земля Шилен, где она рожала драконов, находится за печатью. К тому же в старой утечке из NCSoft локация описывается как место с огромной структурой, запечатывающей святую землю Шилен. Тем не менее, есть и противоречивые данные. В переведенном Мислайтом описании этой локации в обновлении Goddess of Destruction было написано, что это строение содержало внутри себя печать с душой Шилен. А в самой игре под локацией «Печать Шилен» появился алтарь Шилен, построенный организацией Эмбрио во главе с Этисом Ван Этиной, который снял 4 из 7 печатей. Печать алчности получила верховная жрица Мелиса, а печать возмездия ее сестра-близнец, великая волшебница Исадора. Позднее стало известно еще о Кельбиме, который получил печать бедствия. Однако был ли он среди первых 4 апостолов, непонятно. Но для полного пробуждения Шилен ей нужны были жертвоприношения. Для этого Эмбрио построили гигантский алтарь, который поглощал энергию из катакомб и некрополей, обитатели которых и стали первыми ее жертвами. Но самое главное, к юго-востоку от печати Шилен появились новые цветущие территории Магмельда. Исходя из всего этого, создается впечатление, что ближе к году под святой землей Шилен разработчиками очевидно уже подразумевается точка, где Шилен была запечатана, а не обширные территории за вратами. Но в какой-то степени это возвращение к самым ранним задумкам. Неизвестно, была ли тогда идея как-то отметить на карте место, где Шилен была запечатана, но зато много различных данных говорят о том, что к востоку от гор также должны были находиться локации, единственным проходом в которые был путь между гор, в котором сейчас и установлены запретные врата. На юге это государство Авелла, отделенное от центральной части Великой и Малой пустыней Биллион. На севере замерзшие земли и проклятый лес, а в центральной части, непосредственно за проходом, Великая степь. Название самой локации, к сожалению, не разобрать, однако цвет земли в ней планировался таким же, как и в ранних раскаленных топях, где на момент C1 никакой лавы не было. А вот так грандиозно это место выглядело в клиенте беты. Это был широкий проход между двумя громадными горными массивами. Его внешний вид полностью совпадает с тем, что изображено на концепт-карте. Очевидно, что разработчики в перспективе планировали заселить и территории по ту сторону гор, однако текущие проблемы и задачи заставили их сначала временно, а потом и окончательно отказаться от этой идеи. Судя по красной линии, сами врата там находиться очевидно все-таки должны были. Однако роль их, скорее всего, заключалась в защите Адена от восточных кочевников. Возможно, это должно было быть что-то вроде пограничной заставы, аналогичной той, что до C4 преграждала путь из Адена в Эльмор.
При этом, даже после того, как в C1 в локации были установлены существующие строения и врата, а в описании локации написаны строки про защиту от монстров из Святой Земли Шилен, в игре одновременно по-прежнему продолжала существовать и старая концепция. В описании разоренного замка, появившегося в C2, было написано, что этот крупный замок был построен для защиты от вторжения Ильмора на севере и Авеллы на востоке. Логично, что нападать на этот замок Авелла может только пройдя через врата, отделяющие Аден от восточных земель. Однако в японском гайдбуке времен обновления Камаэль говорилось, что одной из причин, по которой королевство Аден осмелилось сделать территорию Адена столицей, несмотря на ее близость к границе с королевством Ильмор, заключается в защите печати. Таким образом, однозначно рассказать полностью правильный лор локации «Запретные врата» невозможно. За время существования игры разработчики не просто так и не дали однозначно понимаемого описания, но и несколько раз меняли концепцию данной локации. Изначально являющаяся перевалом, отделяющим Аден от степных кочевников, она превратилась в печать, защищающую от монстров Шилен с восточной стороны врат, а затем и вовсе в точку на карте, в которой была запечатана богиня. При этом, поскольку ни одно из описаний полностью не исключало два других, вплоть до самых последних обновлений, все три концепции продолжали одновременно существовать, пока лор не был практически полностью удален из игры. Данная путаница является одним из наглядных примеров того, как сложно и противоречиво устроен сюжет Lineage 2, в котором нередко наслаиваются разные версии одного события, не связанные между собой факты и противоречащие друг другу описания в разных официальных источниках. Однако это все равно не отменяет того, насколько интересной и живой получилась эта игровая вселенная. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.